Сегодня мы поговорим о британском среднем танке 4 уровня Матильде, который является предшественником ветки танков Черчиллей, с которыми вы научитесь определенно точно, это я вам гарантирую. На 10 уровне прокачки получите Супер Конкурер, или по-простому Супер Коня. Для 4 уровня у танка отличная броня среди одноклассников, на выбор 3 пушки. Одна с фугасницей, отличная альфой в 175 и более, и подкалиберными, но дорогими снарядами в 2800 за один снаряд, что довольно дорого, если только вы не хотите поднимать на нем урон и все остальное. А также пушка с альфой в 55 и перезарядкой с досылателем, прокачанным экипажем менее 2 секунд, что поможет вам понять статистику по попаданиям. Также отличную стабилизацию и хорошее сведение. Я накопил на данном танке уже более 50 тысяч свободного опыта, который можно провести за золото. И хороший винрейт за более чем 300 боев, больше 52%. Вот, верхняя вторая, которая ведет к следующему танку 5 уровня, не Черчиллю. Очень хорошая, очень быстрая и с хорошим уроном. Не берите ее. На ней можно заработать денег и все остальное. Поговорим об умениях экипажа. Командиру сначала прокачиваем шестое чувство, затем боевое братство и по выбору. Наводчику сначала плавный поворот башни, и он поможет при движении. Потом зоркий глаз и другие. Механику-водителю король бездорожья, чтобы по пересеченной местности двигаться быстрее. Ну а заряжающему навык отчаяния. При 10% хп вы стреляете еще быстрее. Устанавливаем радиодосылатель и улучшенную вентиляцию, а также маскировочную сеть. Из расходников стандартно малоогнетушитель, рекомплект и аптечку, чтобы не терять много денег. Теперь поговорим немного о его броне. Башни перед оком Матильды очень бронированные, но половина пятерок и шестерки, которых кидает к Матильде, она не выдержит. Но когда мы находимся в топе, мы будем нагибать. Главное доехать, конечно, до этого. А насчет скорости я вам еще покажу, какая у него скорость. При том, что это средний так, они тяжелые. На 4 уровне тяжелых пару-тройку штук всего. Но об этом чуть позже. При хороших углах наша броня от 120 мм и больше. Мало уязвимых мест. Это некоторые возле башни и небольшие внизу. 4 уровень редко нас пробивает в лоб, но корма и борта сильно уязвимы. Матильда для среднего танка очень медленно и неуклюже, но это в угоду баланса. Ради пушки с перезарядкой 1177 может довести время и до 1,6, а с фиолетовыми и того меньше. И вот когда она доедет до точки, где происходит бой, начинается самое веселое. Корпус не пробивают? Почему в этой игре, блядь, снаряды вываливаются из ствола? Это просто... Пятерки и шестерки пробивать намного сложнее, и вас могут убить очень быстро. Тот же Хельсер, немецкая ПТСА 4 уровня, может вас ваншотнуть в 370 урона, и вам не поздоровится. И иногда, конечно, такое портит впечатление, но когда вы в топе, вы должны тащить и убивать все, что движется. А также, с нашей отличной точностью, мы будем попадать во все щели в городе, в бетонных плитах и многом другом. В общем, на любом ограниченном пространстве это наша самая излюбленная техника боя. Если вы не можете убить противника, вы целяете его слабые места типа командирских башенок и всего остальном. Гусеницы сбивают только на раз-два. Итак, башни мы часто танкуем, даже пятерок. Морду не подставляем сильно, иначе нас могут накормить снарядами. Шестое чувство командира помогает выявить ваш засвет. А боевое братство улучшит перезарядку и сведение. Навык заряжающего отчаяния поможет вам в трудной ситуации, когда у вас остается менее 10% хп танка. Вы будете стрелять намного быстрее, чем обычно. И ваш средний ДПМ очень сильно увеличится. Часто можно вытаскивать даже проигрышные катки. Матильда не любит любые горки и карты размером от 1000 и выше, потому что он очень медленный. Этакая черепаха бронированная. Но пострелять из-под горки вполне позволяет наши углы вертикальной наводки. И закружить нас сложнее, так как мы поворачиваемся довольно шустро, невзирая на ее скорость. В конечном итоге, данный танк Матильда доставит вам удовольствие убивать любые танки, особенно в топе. Даже гребаных статистов, пусть они тратят на вас голду, им это не поможет. И не надо путать эту Матильду с ее премиумными аналогами Матильда 4 и еще одна есть премиумная Матильда на 5 или на 6 уровне. Они очень ужасные танки.
поэтому их лучше вообще не трогать. И не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк под видео, а также расскажи, прав ли я насчет данного танка.